Доброго времени суток, друзья! Я Ксения Назарова, и вы вновь на канале «Красота в деталях». В первую очередь я хотела бы еще раз поблагодарить своих подписчиков за теплые слова, лайки и комментарии в мой адрес. В такой приятной, теплой обстановке мне очень здорово и хорошо творить, создавать свои маленькие украшения для вас. Я надеюсь, что я смогу вас чем-то удивлять и чем-то быть вам полезна своими видеоуроками. Вот, например, сегодня я хочу вам рассказать о заколочках, которые можно сделать очень быстро, они не потребуют более получаса вашего свободного времени. Посмотрите внимательно, как они выглядят. В диаметре они 6,5 сантиметров. Сегодня у нас морская тематика. Одна полоска фоамирана вам потребуется, и для серединки я взяла пуговицу, немного тычинок красного цвета и пришивную ракушку. И также вот звездочку из глиттерного фоамирана шириной 2 сантиметра. Настолько простая эта работа в своем исполнении, что вы можете привлечь свою дочку, сестренку для того, чтобы вместе заняться творчеством. Оставайтесь со мной и давайте начнем наш видеоурок. Пока-пока! Итак, друзья, сегодня мы сделаем с вами заколочку, которую под силу сделать даже ребенку. Вы можете приобщить к делу свою дочурку и заняться творчеством вместе. Сегодня мы делаем вот такие вот морские заколочки. Для этого нам понадобится всего лишь одна полоска иранского фоамирана шириной 1 мм, немного вот такого толстого фоамирана глиттерного нежно-розового цвета, для того, чтобы сделать вот такие вот звездочки морские, которые мы к краешку заколки вот так вот приклеим впоследствии. Также у меня для морского колорита есть вот такие пришивные ракушечки, фурнитура, где просверлена дырочка, чтобы ее можно было пришить. Вот они, такие вот красивые. Пуговица, которая в данном случае имитирует у меня жемчужинку. Вот, можно просто полубусину сюда определить. Так, вот моя ракушечка заготовлена. И вот такие веточки тычинки для таких морских растений у нас будут. Также нитки, немного плотной ленты или кусочек фетра. Итак, для основы заколки нам нужно совершить одно простое действие. Нужно сложить пополам эту полоску фоамирана и прошить ее. Прошить ее ниточкой. Когда полосочка у нас прошита, не стягиваем сразу, оставляем пока иголочку. И совершаем вот такие надрезики здесь. Шириной 2-3 миллиметра. Вот что у нас получилось. И теперь мы стягиваем. Сшиваем вместе, стягиваем и закрепляем нитку. В принципе, основа для нашей заколочки уже готова. Такая веселая оборочка. Теперь займемся серединкой нашей заколки.
я беру небольшой отрезок репсовой ленточки, или это может быть фетр, просто для того, чтобы было к чему пришить пуговицу и ракушечку. Так, вот ракушечка, вот пуговица. Можно эту ракушку просто посадить на горячий клей, но коль в ней есть дырочка, я считаю, что всегда надежнее, когда фурнитура пришивается. Теперь займемся красными веточками. Убираем все лишнее. Зелень нам понадобится. Понадобятся нам только тычинки. Фиксируем тычинки на горячий клей. Итак, все составляющие для серединки у нас готовы. Осталось только красиво их скомбинировать в серединке, чтобы нигде ничего не торчало. Кусочек ленточки нашей задекорировать. Примерно так. У каждого получится по-разному, но так, чтобы было красиво. Так. Аккуратно, чтобы не обжечь пальчики. Пользуемся пинцетом.
практически получились уже наши заколочки, но мне захотелось еще добавить сюда морскую звезду. У меня был вот такой толстый фоамиран глиттерный шириной 2 мм. И у дочки я вот нашла вот такой шаблончик. Три с половиной сантиметра диаметр такой звездочки. И вот таким образом я просто продавила, вырезала ножницами. И чтобы придать звездочке немного выпуклую форму, я прислонила эту звездочку к горячему утюгу буквально на пару секунд. Она сразу начинает так съеживаться, и ее удобно будет приклеить так вот сбоку, тоже на горячий клей. Для крепления заколочек у меня вот такая фурнитура. Ее можно сделать как и брошкой пользоваться, так и как заколочка. Вот такие прекрасные морские заколочки у нас с вами получились.